Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте посмотрим, что там у нас на рынке происходит и какие основные веяния, движения на вечерней сессии. Так, ну давайте вначале посмотрим, что тут у нас с событиями, с новостями, которые на рынке происходят. Ну, вкратце, по поводу Викса сегодня видели, какие волшебные движения были. Я все это документировал, свою точку зрения в телеграм-канале. Сообщал, доносил до вас. Так, далее. Вышли данные. Ну, давайте американскую статистику сейчас не будем, ее на потом оставим. Вот сейчас меня в наибольшей степени интересует Россия. Вот. Но я уже, в общем-то, в телеграм-канале эту ситуацию описал, что на самом деле то, что фактическое снижение розничных продаж, оно оказалось даже сильнее прогноза. Это очень тревожный звонок с моей точки зрения. Это говорит о том, что ситуация, она, скорее всего, неуправляема. Далее, сейчас вот все очень активно обсуждает ситуацию по поводу StopGame. Это американская компания. Ну, у нее не очень хорошо шли дела, и поэтому хедж-фонды решили ее добить, зашортить. Это вызвало праведный гнев у частных инвесторов, которые, используя социальные сети, объединились и начали скупать. И тем самым, ну, скажем так, немножко приспустили эти хедж-фонды. На фоне этого Robinhood и ряд других розничных операторов, которые позволяют совершать операции на бирже, приостановили возможности для частных инвесторов. Вот. Но это вызвало праведный гнев у представителей Демократической партии, вполне обоснованный, потому что, получается, создают неравные условия. Когда киты богатеют, никто, кроме как в случае возникновения серьезных нарушений, не заботится о благосостоянии населения, в то время как стоило пощипать трохи хедж-фонды, сразу они начали вводить какие-то ограничения, которые не вполне понятны, не вполне целесообразны. Так, друзья, ну давайте вернемся к Виксу. Здесь ситуация стабилизируется, он ушел под 30, 27,5, и вот его закрытие ниже 29,30, это было бы достаточно позитивно для рынков. То есть это дает надежду, что обвал произойдет не сейчас, а несколько попозже. Но на самом деле, вот если недельный таймфрейм смотреть по индексу страха и волатильности Виксу, то здесь уже вполне как бы читалось, я на это обращал внимание, что первый уровень это 21, и потом вот эти вот проколы, небольшие поползновения были на 19, но опять же здесь никакой попытки закрыть вот этот гэп, и ее так и не было. То есть это говорит о том, что реально риски достаточно высоки, и поэтому никто не делает ставку на то, что экономика и рынки придут в то состояние, которое было до начала вот этой новой коронавирусной эпохи. Может быть, когда-нибудь там наши потомки будут отчитывать, там ведут новую дату отсчета мира, там от начала коронавирусных локдаунов или от обвала нефти на фондовых рынках. Так, но текущая ситуация, она более или менее оптимистична. Вот если он закрывается ниже 30, это указывает на то, что есть достаточно существенная вероятность того, что он стабилизируется вот в этой консолидации, которая в диапазоне 21,5-30. И если такое происходит, то мы еще какое-то время здесь поболтаемся. Но опять же, состояние американской мировой экономики, оно таково, что по сути она не восстановилась. То есть произошел отскок от того обвала, от того падения, которое было в марте, но здесь есть два момента. Во-первых, она не восстановилась. Во-вторых, экономика это сложный организм, который состоит из множества связей, логистических цепочек и так далее. И вот этот механизм, он не восстановился. А новый механизм, который должен был возникнуть на руинах старого, он так и не построился. И поэтому мы сейчас на текущий момент имеем такую ситуацию зомби. Вот есть такой термин на Западе – зомби-компании. То есть это компании, которые кредитуют, а они все равно потом зачахнут. И помимо того, что они как бы все равно обанкротятся, они еще сожгут кучу денег, ресурсов, времени и загубят возможности, которые можно было бы использовать, если их не поддерживать. Вот это самое главное и самое основное. В основном люди делают упор на то, что здесь будут потеряны деньги, будут взяты кредиты, будут невозвратные долги. Но это не самое страшное. Самое страшное это
потеря времени и возможностей. Вот если они упущены, то нет ничего хуже. Деньги можно напечатать, золото можно добыть, а возможности и время еще никто не мог никогда восстановить. Так, но если мы переходим на часовой таймфрейм по Виксу, здесь ситуация она не такая жизнерадостная. Она указывает на то, что зверь под корягой-то затаился, и вот-вот он начнет идти наверх. На самом деле здесь ситуация, я думаю, следующим образом будет развиваться. Если в ближайшее время 29:30 не будет устойчиво пробито и не пойдет здесь консолидация, то вот это движение задавят, зальют, и оно опять вернется и будет еще какое-то время болтаться в диапазоне. Но здесь немножко более поджатая консолидация, там не 19, не 21, здесь она где-то идет от 23,7 до 28, ну 28,5. Вот, и поэтому, если сегодняшнее закрытие, завтрашнее закрытие пройдет ниже 29,30, то весьма вероятно, что вот это состояние зомби-апокалипсиса, оно еще продлится. Так, ну вот индекс доллара подтверждает, что ужас отступил, потому как 91 брать он не стал, и он возвращается вот в эту консолидацию, которая от 90 до 90,8. Вот это движение, если сформируется и затухнет, не будет повторного движения с целью штурма 91 и потом 91,5, это был бы очень позитивный момент, ну, для евро, само собой, и вообще для рынка, в том числе для российского. Вот, поэтому завтра, я думаю, здесь будет ясность еще больше, но пока на текущий момент, судя по движению Викса, в целом можно сказать, что, наверное, ситуация стабилизируется и рынки на какое-то время успокоятся и выдохнут. Так, друзья, ну вот смотрите, S&P, на самом деле, если вот от этих ужасных индикаторов Викса и индекса доллара отойти и посмотреть на обычный S&P, то здесь у нас получается, что все отлично. Были достигнуты очередные максимальные значения на фоне раскаленного печатного станка, но здесь вполне как бы естественно произошел слив, но потому что не бывает роста до небес. Вот здесь позиции раздали, вблизи сильного уровня 3720, здесь опять их донабрали, и сегодняшнее движение указывает на то, что вот это падение, оно полностью выкуплено. Оно полностью выкуплено, и мы, судя по всему, возвращаемся вот в эту консолидацию, которая возникла наверху. Вот. Такое движение, оно достаточно для рынков позитивно, потому что оно говорит о том, что пока не время падать. То есть выкупили более 50% и даже вернулись вот в эту проторговочку, которая возникла на локальных хаях. Даже не только на локальных, а на глобальных хаях. Вот такой здесь критерий. Но смотрите, если сегодня или завтра с утра мы не пробиваем 3780, то мы, скорее всего, пятницу где-то в этом диапазоне и проведем. Сейчас здесь, я думаю, будет боковик в диапазоне 3835, 3810, и где-то в этом диапазоне мы и закроем сегодня торговый день по Москве. Ну, как бы это SFD на фьючерс, он круглосуточно колбасится. Так, друзья, ну далее нефть Brent. Смотрите, часовой таймфрейм. Но здесь как бы все четко, просто ходим в рамках консолидации. Верхняя граница 56,1, нижняя граница 55. Все. Наверх пришли, отлили. Вниз пришли, откупили. Все как бы, пока не будет устойчивого пробития верхней или нижней границы с проторговкой, то мы вот в этом диапазоне, я думаю, завтра и проболтаемся, посмотрим, что будет после обеда. На текущий момент здесь сформировался отбой, и наиболее вероятно, что сегодня закрытие где-то будет в районе 55,5-55,6. Вот. В каком случае это не произойдет? Ну, я не могу по нефти так прямо с такой точностью сказать, я ориентируюсь на часовики в основном. По часовику здесь, судя по тому движению, которое произошло, разворот. И поэтому здесь любой коррекционный откат, который не приводит к пробитию 54,95, он наиболее вероятно будет откупаться, и отсюда будет идти движение, цель которого вновь попробовать потестить, но уже не 56,1, а 56,23. Ну и в случае пробоя 54,95 отсюда развивается движение
у которого будет цель тестирования 54,5-54,4. Вот пробой того уровня, который внизу, он уже приведет к сильному движению вниз. Вот пока тут вот эти самые такие мощнейшие движения, на самом деле ничего тут такого сакрального нет, оно просто консолидируется в диапазоне и его гоняют от верхней до нижней границы. Так, друзья, далее золото. Ну смотрите, по золоту здесь мы просто находимся, как и по нефти, в консолидации. Нижняя граница 1830, верхняя 1860. Пока не будет устойчивого пробоя вверх или низом, мы так и будем болтаться. То есть сейчас, я думаю, здесь набор позиций произошел и пойдет движение возвратное на 1861. На самом деле цель здесь движения первая 1870 и потом 1882. Вот судя по динамике, которая здесь началась, весьма вероятно у нас будет здесь пробой, и мы продолжим движение наверх. Так, ну и часовик у золота просто зачетный, просто зачетный. Так, ну здесь, я думаю, вероятность 80% и более, что будет движение на 1864, вот куда-то сюда вот. Но это будет, наверное, не сегодня, хотя могут и под конец торговой сессии раздраконить. Но сейчас давайте 15 минутку глянем. Так, ну да, здесь по 15 минутке абсолютно четко разворотный сигнал, цель движения. Она здесь не видна, она находится выше, в районе 1864. Я не буду сейчас растягивать, потому что ну вот Финам, он немножко в этом плане несовершенен, и сейчас тут все начнет плыть и колбаситься. Вот, там на 1864-1865 цель движения. Вот, соответственно, критерий того, что это движение не происходит, это коррекционный откат с пробитием 1832. Вот если такое будет, то мы пойдем тестировать 1830 и скорее всего здесь поколебаемся какое-то время. Однако, судя по вчерашней динамике, наиболее вероятно, что отсюда пойдет движение наверх. Но сейчас серебро не будем рассматривать, на вечерке смысла нет, там есть очень интересный момент по серебру, но его тогда с утра мы рассмотрим. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Наверное, давайте этим и ограничимся, потому что евро-рубль не ликвиден на вечерке, там смысла с ним заморачиваться не вижу, посмотрим его с утра. Так, что здесь примечательно? Вот смотрите, многие люди, в том числе и я, кричали: ужас, ужас, будет постой. Я этого не отрицаю, потому что когда я придерживался такой концепции, я рассчитывал на, скажем так, некие классические стандарты и движения, которые связаны с состоянием экономики. Здесь как бы момент заключается в том, что кризис он никогда не повторяется. С одной стороны, есть там общие закономерности, как начинается, есть общие закономерности, как идет отскок, но каждый раз идет определенное видоизменение сценария. То есть не бывает так, что один в один все повторилось. Если там брать, допустим, Великую депрессию, ну, Великая депрессия, наверное, не очень такой подходящий пример, допустим, кризис 70-х годов в Соединенных Штатах и брать кризис 80-х годов 87-го года. Там как бы, да, и в обоих случаях были движения сильные по рынку, но они происходили немножко по отличным сценариям. Может быть, триггеры даже в чем-то были похожи, но смысл такой, что постоянно идет видоизменение, появляются новые переменные, новые условия, и поэтому здесь печатный станок включили, напечатали много долларов. Много долларов напечатали, рубль поэтому не падает, потому что много долларов напечатали. То есть если бы не было такого увеличения предложения денег, но опять же, это утрированный термин предложения денег, это не значит, что их в чемоданах развозят, это значит, что есть определенные финансовые инструменты, которые позволяют воспользоваться ликвидностью. Но по сути в современном мире это то же самое, что раньше в понимании, там, не знаю, привезти сундук золота или там несколько чемоданов бумажных денег. Сейчас это по сути то же самое. Но смотрите, рубль-доллар у нас здесь разворотная формация, и вот если не происходит закрепление выше 76, то мы отсюда будем откатываться, и первая цель движения у нас возникнет на 74,8, 74,75.
это более такой стратегический план. Давайте посмотрим, что происходит в рамках текущего вечера. Так, ну давайте возьмем 15-минутку. По 15-минутке у нас сейчас идет движение, цель этого движения 75,5, 75,55, вот сюда вот. Но в то же время, сейчас 21,54 по Москве, от текущего значения может быть коррекционный отскок. Цель этого отскока будет повторное тестирование 76. Вот сюда вот. Здесь какой есть важный момент. Вот 76, если 76 в результате отскока просто прокалывается, он покалывается и идет движение назад, то вот эта траектория движения, нисходящий тренд, он продолжается. Если же здесь начинается консолидация в районе 76, то вполне возможно мы укрепление рубля не увидим. То есть отсюда пойдет дальнейшее движение наверх на укрепление доллара против рубля. Опять же, к вопросу, может или не может быть доллар по 100 рублей. Он может быть по 100 рублей, но сейчас в данный момент для этого оснований нет. Вот у меня было видео летом, я на основе, скажем так, своих определенных изысканий, но я, скажем так, пришел к выводу определенному, что выше 120 рублей за доллар крайне маловероятно. Потому что если будет такая стоимость, то экономика она настолько будет разбалансирована, и уже, наверное, это не будет играть столь существенной роли, какой курс рубля за доллар. Вот, на текущий момент всегда вот эти прогнозы какие-то долгосрочные, они основаны на определенных моделях и на определенном видении. В то время как трейдинг, он требует постоянного решения и корректировки огня. Вот, поэтому, я считаю, что те люди, которые на длительном интервале времени, на 5-10 лет, дают точные прогнозы, которые сбываются, они либо провидцы, либо им просто повезло. Вот, потому что мир настолько изменчив, тем более современный, в век информационных технологий и печатных станков, поэтому здесь, мне кажется, не надо пытаться увидеть, что там за горой, надо просто идти и корректировать свою дорогу. Так, вот если немножко взять лупу и посмотреть 5-минутный таймфрейм, то у нас здесь по сути пошел коррекционный отскок. Цель этого отскока, который на 5 минутках, движение в район 76.05, вот сюда вот к этому значению. Вот, сначала 75.95, потом 76.05. Вот это движение сейчас краткосрочное, оно не получится в том случае, если сейчас произойдет откат и пробитие 75.65. В этой ситуации разовьется движение сначала на 75.5, потом, возможно, ниже. Вот сейчас 21.57. Если мы пробиваем 75.8 в ближайшие там 15-20 полчаса, то весьма вероятно, что сегодня закрытие будет где-то, по крайней мере, поколем 76-76.05, либо здесь начнется консолидация, либо мы откатимся вот сюда на 75.75. Так, друзья, все это основные моменты. Спасибо за внимание.